собрались мы уже наконец-то. В принципе, эти сборы сегодня были очень быстрые. Мы относительно быстро собрались. Едем на остров Фрюген покататься. Сегодня погоду обещают шикарную. Спаковал я наши велосипеды. Вот так это все выглядит. И это тот случай, что я хотел показать, когда велосипеды переходят из разряда новых в старые. Я вот так вот оборачивал аккуратно раньше Ирин велосипед. А сейчас уже плюнул такой, да ну ему уже год. Теперь время пришло моего аккуратно оборачивать. Уже вот идет Sportlerin. Hauptsportlerin. Das ist alle wie die 30-Jährige. Ach, hallo. Grüß dich. Ja, deswegen nehme ich immer 1000 Sachen mit. Hat ja ein Auto. Ist ja, Ja, nicht genau. Mal schauen. Und hier ist immer so schön geschützt. Hier ist immer wärmer, als wenn wir da Fahrradweg fahren. Wissen Sie? Wie gesagt, deswegen ist es immer 1000 Sachen. Подтянуть немножко. Все. Schönen Tag. Gleichfalls, danke. Ich komme heute Sportlerin. wieder. Садись. Ja. Das ist das Schlimme immer, du weißt. Fahren so viel besoffen rum. Ja, wir fahren vorsichtig. Да, берать? Los geht's. Ja. Шикарный просто. Хотя, наверное, музыку. Аккумулятор уже я водрузил. Сейчас еще переставлю крепление на телефоне, потому что я переставил вот это. Прибыли на первые координаты Geotechnikan. Geotechnik называется. Am Ende des Weges. Привет, уважаемое сообщество Кешей. Простой тайник. Ну как простой, относительно. Там 2 звезды сложность стоит из 5 и доступность 2 звезды. Обычно очень простые. Это 1 звезда или 1,5 звезды. Просто подсказка в конце пути снимаю шляпу. Вот что это могло значить. Надо еще немецкий вариант посмотреть, потому что это вполне может быть неправильный перевод. В общем, здесь тайник, а вон чувак развлекается там один. Он просто пришел, значит, с 3 бутылками пива, так что он там ходит. И такой музыкальный бокс у него, он его врубил на всю громкость. И там прыгает, танцует, он вот явно вот очень счастлив. Вот он там ходит, сейчас круги наворачивает. Один вообще. 11 утра. И мы как бы ищем здесь тайник. Он там обосновался. Мы не можем найти, к сожалению. Все, как обычно, пишут, что очень креативный тайник. Быстро нашли. Но и мы не можем. Я сейчас еще вокруг этого озерка нарежу кружочек. Тут, короче, прикол. Тут именно надо что-то креативное решение. Тут не по координатам, а надо что-то увидеть экстраординарное, и там это будет. Счастье это. Все, короче, привал, друзья. Мы проехали целых 1,5 километра и уже садимся пить кофе. Все, мочи нету сил. Иришкиной куртки я сейчас достану здесь. Да. Цак, кофеечек, цаки-цаки. Гиза, садись сюда, или ты хочешь на солнце? Да. Дело в том, что у меня здесь ведет съемка с камерой. Пригостись. Кухонь, будешь? У нас все как полагается. Мы еще поехали, нам надо проехать целых 8 километров. Шутишь? Сейчас поедим, поспим. Опа! Пожалуйста. Кухонь, друзья. Где еще такие велотуры есть, а? Ложки нельзя, что... Я так не могу, как ты. Учись, смотри, так, клешней берешь, значит, 2 отсюда, 1 отсюда. И погнали. Выключи, я не могу это безобразие, обзорство, чавканье, все падает. А что ты сейчас? Выключи.
позорься. Ехали мы с города, друзья, и открылись вот такие бескрайние рюгеновские просторы. Сам Инзель, остров, очень холмистый, прямо, и очень здесь так душевно, красиво. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Красавчик заехала на горку. Юпи! Как здесь красиво! Свечка. А ну-ка, ну-ка. А еще бы хотелось бы где-то посидеть прямо. В каком-то кафе, может. Сосиску съесть или дёна. Ну что ты с велосипедом все разобралась? Ну, в смысле, попривыкла. Мне кажется, тебе надо какое-то время все время, чтобы понять, что куда. Нет? Я не поняла сейчас претензий. Настоящий велотур. Вот ради того, ради чего, собственно говоря, мы это делаем, ради чего мы сюда приехали, потому что сначала там шаришься по городу, ищешь тайники, какой-то думаешь, блин, да где велотур-то, собственно говоря. А сейчас прямо пошли вот эти вот просторы, холмы, дорожки, красота. Ой, красиво здесь на Рюгене, прямо всем рекомендую. У меня прямо в плане стоит его объехать по кругу весь вообще. Мы сейчас едем в его материковой части. Обычно мы по побережью катаемся по Рюгену. Сейчас вот посередине. Здесь прямо шикарные велодорожки и шикарные виды. Так, тут залив. Там море. Тебе не нравится мой план? Тебе не нравятся эти красоты, которые я тебе показываю бесплатно? Так, мы приехали на место. Здесь соединяется море с заливом. Вот это море, этот залив. Вот тут шлюз. Там рыбаки. Здесь наши велосипеды. Здесь Иришка, моя Иришка. Цики какая, посмотри. Иди сюда. Камеру выключи. Кепку хоть можно поцеловать? Цубок. Все, погнали искать тайник. Мне некогда здесь целоваться, кися. Приехали на второй тайник, координаты второго тайника. И здесь сказано следующее. Камни перелиты бетоном, залиты. Тут можно спрятать где хочешь. Вот
камень. Ближе всего? Ну, блин. Под него не спрячешь. Нахрен нету больше, блин, желания. Едем дальше. Поедем сейчас вот тут замок, если Ирусю уговорю. Посмотрим. И поедем следующие тайники искать. Вот еще 3 тайника есть координат. Нет вообще никакого желания по полдня искать. Вот такие все какой-то вышел на след какой-то. Представляешь, насколько старый этот камень? Могу я вытащить его. Но я не думаю, что там что-то есть. Не. Этот камень уже, бля, он уже просто распадается. Ему уже не миллионы, ему уже миллиарды лет. Поехали следующий искать. Ну, ебали, блядь, идиоты. Кто так прячет? Все самое ближнее это вот этот камень. Просто вот в полу, знаешь, когда ты приходишь, такой, координаты точные, ты приходишь по этим координатам, а там земля. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave. Где-то надо оставить в Рюгене хорошее место и красивое. Я не знаю, мы туда доберемся. Нам надо к тому замку. Парковка? Ну, я не видел автоматов. Это я понимаю. Разница электровелосипеда и обычного. Говорит, я на такую горку не могу забраться. Просто ленится. И я уже пошел пешком. Мы забрели в самые дебри острова Рюгена. И все благодаря геокэшингу и велосипеду. На машине мы здесь были 15 миллионов раз. И всегда было одни и те же виды. На велосипеде с геокэшингом ты всегда любая местность совсем под другим углом для себя находишь. Совсем с другого взгляда. Под другим ракурсом. И такие даже знакомые места. И ты такой на велосипеде сюда приезжаешь. Да ладно, здесь так красиво. Я не видел и не знал. А тут просто от трассы отошел на 100 метров. Уже какие-то леса, замки дремучие. Это шведы. Что-то нас сегодня не фартит с тайниками. Вообще не судьба. Ни один найти. Какой-то чувак очень прикольный их всех спрятал. Написал, координаты дал очень-очень приблизительные. И сказал, ищите. Снизу видишь замок? Заезжаешь наверх, а его здесь нету. Прикольно. Где он, этот замок? Вот я наверху. Его нету. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my
Это прикол какой-то. Я поднялся наверх, значит, в поисках этого замка белого. И здесь заблудился в лесу. Ну как заблудился? Просто не могу ту дорожку найти, которую я Ирусю оставил. И езжу, блукаю. Замка нету никакого. И позвонил вот Ире, скинь свой штамп, где ты стоишь. Буду по карте ехать к ней. Офигеть. Какой-то веселый чувачок здесь попрятал эти тайники. Вот очередной тайник. Написано: тайник спрятан в лесу у замка в корнях дерева. А смотришь на карте, на координаты, он вот на этой дорожке, прямо на дороге. Уже нет никакого терпения его искать. Я еще раз сейчас подъеду прямо по этим координатам. Я только что блукал там вверху. Замок не нашел, вернулся вон туда, хорошо левее. В общем, попробую сейчас на этой дороге найти тайник. И его тут явно нету, потому что написано, что он в лесу. Так, вроде легли на курс. Да, Кися? На курс, говорю, легли вроде. Нытик уже вроде перестал меньше ныть. Может быть, что доедем. Железные пути, железнодорожные. Итак, мы опять свернули хуй знает куда. Какие-то дебри, там какой-то рециклинг холл стопудово. Там будет тупик, нету никакой велосипедной дорожки. Но, как обычно, Google ведет, блин, не самыми легкими путями. Это заброшенные поезда прямо разрисованные. Причем вот этот какой-то товарняк, а он пассажирский прямо разрисованный стоит. Прикольно. Здесь заброшенных поездов, они прям вон все выцвели. Краска. Вот это я понимаю заброшка. На Рюгене. Отстойник поездов. Класс. %90 вероятности, что эта дорога ведет никуда. Она слишком подозрительная, здесь слишком никого нету. И она ведет вдоль каких-то заброшенных железнодорожного депо. Она слишком подозрительная. Прямо путешественникам. Мы с тобой такие места изведываем, которые вообще ни один велосипедист не ездил. Ты счастлива? О, это был мой телефон. Это следовало ожидать. Это был мой телефон, друзья. И он только что спикировал с велосипеда. Потому что, знаете почему? Потому что это липучка. Но этому телефону никогда ничего не бывает. Он у меня падал на бетон. Он меня видал виды и не такие. Ему похерну вообще. Он такой ха-ха-ха. Утеплился. Что-то как-то резко похолодало. Задуло. Дороги какие-то, тропинки какие-то. Мне вообще все равно, по каким дорогам ездить. Иришка не может по ним ездить. В общем, вот что-то нашли, едем. Но все это как-то не то. Вон с той стороны дорога. Вот Озебат Бинц, 7 километров. Озебат Бинц. Озебат Бинц. 7 километров. Нам до тайника 4 километра. 4,3 километра. Это будет 4-й тайник. И потом еще один. И не удивлюсь, если мы сегодня вообще ни одного не найдем. Такое будет впервые. Здесь прямо уже сторона моря. Вон там вот море, вот мы едем. И с левой стороны вон оно. Там уже прямо море. Прямо пахнет морем. Прямо заехать на секундочку хочется. Сфотографировать. Если тайник не здесь, это я просто. Фотографировать море.
Вон Бинц, Прора. Мы едем в сторону Проры. Это очень известное место, там, где во время войны фашисты построили какой-то сногсшибательный огромный санаторий. И сейчас его половину снесли, а половину переделали в такие фешенебельные апартаменты. И он еще известен тем, что он самый длинный в мире, по-моему. Он прямо там, представьте себе, такое здание пятиэтажное, которое тянется, по-моему, 3 или 5 километров по побережью моря. Ну, впечатляет. Иришка уже едет из последних сил, но деваться ей некуда, мы уже слишком далеко заехали. И если бы даже мы хотели сейчас быстро поехать домой, быстро вернуться к машине, нам в любом случае надо туда как-то доехать. В общем, это тот случай, когда больше половины проехал, и у тебя нет другого пути, как ехать дальше. Но благо, у нас теперь все время велосипедная дорожка, и она терпит. Она начала ныть, малёха. И уже и электровелосипед купил, ну я так понимаю, там хоть ракету купи, все равно будет ныть. Далеко, высоко, нету дорожки. Сейчас это, благо мы легли на курс, здесь прям шикарный этот велоавтобан, двухдорожечный, двухполосный, то есть вот мы уже в Прору заезжаем. Ты вот как гольфист не можешь опознать. Так, ребята тоже вот спешились, идут суровым лицом пешком. Парняга с суровым лицом идет пешком с велосипедом. Ему не до шуток явно. Видимо, он слабое звено был в их тандеме. Мы приехали в Прору. Кися, кстати, до тайника 4 минуты. Вот, кстати, здесь еще остались до сих пор заброшенные здания. Офигеть! Я думал, их уже все отреставрировали или снесли, а тут вот еще вот так это выглядело. Даже сейчас можно найти множество заброшенных зданий. Да ладно, это что? Причины могут быть разные. Это что такое? Экономические кризисы, смена технологий. Короче, у меня какой-то чат GPT включился на телефоне сам с собой. Нормально? Нормально вообще? Он мне сейчас рассказывает про заброшенные здания. Посмотрите, это последнее здание из этой серии. Мы заехали прямо в самом конце. Разрушенные стены. Да камон, я ничего не включал, не спрашивал. Алло? Вот это уже отреставрированный, прямо с той стороны вид на море. Там буквально, там уже пляж прямо с той стороны. Полоса пляжа метров 20, 25, 50. Вон еще, кстати, тоже есть не отреставрированные. Но эти еще более-менее. То вот там вначале прямо вообще убитое. А вот еще не отреставрированные. Не отреставрированные здания. Прикольно. В общем, я, наверное, наврал. Ну, пару километров или сколько это здание тянулось. Ты не помнишь? Оно же какое-то самое длинное здание там в мире. Они же все тогда фашисты Гитлер там с размахом строил. Подумать только, это еще с тех времен. Это был санаторий, в котором лечились, причем не все, по-моему, для офицерского состава только. Потому что здесь прямо место было шикарное, с видом на море. Но тут кусок получается не отреставрированный. Там опять отреставрированный. Как-то странно, они по бокам начали. Вон он туда, вот видите, тянется. Вон. Дальше. Так, Кись, поехали здесь налево. Тут сейчас будут такие дорогие тачки уже стоять. Здесь уже люди состоятельные покупают эту недвижимость. Здесь вот прямо подземные гаражи строят. Прикольно. Вот тут опять начинают отреставрированные. Вот сколько мы уже едем, а здание все еще тянется. Сколько? 8. Что? Да ну так, да ладно. Я что-то у меня такое 3-5 километров в голове. Я не буду прям И вот оно еще длится. Мы едем. И это снесли, очень много снесли вообще.
Офигеть. Мы заехали удачно. Посмотрите, что здесь такое. Самолет. А ты что? Опять мы не можем найти тайник, вернее подъезд к нему. Зато нашли самолет. Да. Забор дурацкий. Тя. Не судьба нам сегодня найти тайники, потому что какой-то ебанько прятал их. И вот сейчас вот нам показывают, мы уже круг этот объехали огромный и приехали обратно на то же место, с которого выезжали. И он нам сейчас показывает, поверните вот здесь направо, просто в лес куда-то, вот там забор, как, куда, блин. Короче, 4-й тоже мимо. Такого еще не было, реально, чтобы прям вообще ни одного не нашли. Все, поехали дальше и кушать и домой, если все, уже подмога, помощь близка. Потерпи еще часов 15, и мы будем дома. Так и мне на работу, что ты переживаешь? Нормально проведем день, выходной день, покатаем, потусим. А Зоя Иришка начинает женыть потихоньку. Но мы едем в сторону машины. Как ни крути. О, поезд. Офигеть, такого еще не было, что мы 4 тайника подряд не нашли. Я в шоке. Короче, показывают до машины 45 минут еще. 12 километров. Да, мы здесь тоже с тобой лазили, ага. В прошлый раз. Здесь еще смотровая площадка где-то вон там. До машины 12 километров, 45 минут, в общем, мы скоро будем на месте. Что-то я потерял из виду велосипедную дорожку, где она. Тут стоят перпендикулярно. На перпендикулярнейше. А, чуть-чуть влево и направо, все правильно. Да. В общем, зависли оба Apple приложения, подсчитывающие километры. Мне так жалко, так обидно. Мы проехали километров 30-40 уже. И оно посчитало всего 11, там 15. Жалко. И тайники не нашли. Какой-то смешной был. И похолодало конкретно. Ну не конкретно, но хорошо похолодало. Манкися упала, только что валялась тут. Блин, я ее поднял. Что происходит? Мы заехали опять какие-то буераки блядские. Google, блин, задолбал. Что-то колючее там было. Мы пытаемся сейчас вернуться на дорогу. Потому что Кися уже все валяется. Корову. Что? Что тарахтит? Посмотри, что-то мешает. Я ничего не слышу. Это его вот поведи. На, крыло вон. На. Все, Ты езжай. нормально? Подписчики переживают. Иди в баню, вот мучаюсь. Блин, такого еще не было, чтобы мы вообще ни одного тайника не нашли. Офигеть. Не стал я уже искать 5-й тайник последний, потому что Иришка уже на пределе. Нас повел навигатор через лес. Сначала была дорога, потом она превратилась в всю изрытую кабанами какую-то траншею. Иришка упала. В общем, я срочно поменял координаты с тайниковских на место расположения машины, потому что надо срочно ехать домой. Все бы-то ничего, просто мы еще после болезни, я тоже мне пофигу, переживаю, что Ира опять не разболелась и вот это вот. Кися, ты как там? Ну, держится хорошо, так. Полицаи едут, очень пристально смотрят, кто такие.
Утешает одно, что здесь есть велосипедная дорожка. Смотри. Селин. Я не уверен, что Селин нам нужен, но в любом случае, раз есть знак, значит есть дорожка. Чувак вот какой-то заблудился, тоже катается тут. Тоже ему надо, наверное, туда же, куда и нам. Но на Рюгене не так просто найти путь. Такое прямо футбольное поле, прикольно, огромное. Все, мы опять едем по лесу. Еще 40 минут по лесу. Это все равно Русь там уже сипит во всем, сопли текут. Выглядит не очень. А делать нечего, другого пути нету. Очередное нервное велопутешествие. Велопутешествие получилось. И все потому, что мы ездим по Google навигации, а это какая-то жесть. И мы ездим не по велосипедным рекомендациям, а по координатам геотайников. А это вообще ничего общего с велосипедом. И, как правило, ездим какими-то чигирями. Мне это уже, честно говоря, надоело. Google показывает вот сюда или никак. Или вообще не едьте. А тут дорогу перерыли кабаны просто всю напрочь. И мы уже пробовали по такой поехать. Мы уже там возле... Мы, короче, уже спешились, идем пешком. Еще 36 минут. Уже ехать невозможно. Тут уже вроде нормально началась дорожка, более-менее. А там просто все перерыто. Я не знаю, как люди ездят в эти велотуры в незнакомых местах. Я уже даже один раз вспомнил. По Google навигации вообще не вариант ездить. Мы заехали, вот он нам показывает дальше прямо, дальше забор, хоть и поломанный, но там, короче, камера видеонаблюдения. Я в шоке. Как вообще, что это такое? И мы уже столько проехали, и ладно, мы проехали просто по дорожке, мы просто фактически пешком шли по чеке. Вот он, дорога, вот это он показывает, типа прямо, и там видеокамера стоит. В шоке. И вход написано запрещен. Блять, теперь только обратно возвращаться. Пиздец. Что сегодня не фартит нам очень совсем сильно. Если бы я один был, я бы вообще не парился, блин. Я сейчас бы ездил, искал бы выходы. Ну, сырые, блин, это... Блять. Нет, мы блукаем по лесу, этому уже темнеет скоро. Это какая-то жесть. Навигация просто им арш. Вообще никто ничего не показывает. Еще блукаем по лесу. Хер знает где от дома. И не можем найти выход с него. Скоро темнеет. И нам завтра на работу в 4:30 утра вставать. Катастрофа. И едем по дорогам изрытыми кабанами. Мы с леса, это было что-то, конечно. Это жесть. Так больше нельзя путешествовать. Ира боится, блин. Я сам уже такой, блядь, куда ехать? В этом лесу все перерыто кабанами. И Ира боится этих кабанов. И темнеет, короче, и ехать куда непонятно. Дорога становится все хуже и хуже. И обратно поворачивать. Уже слишком много проехали. Короче, потом какой-то кусок ехали вон прямо по трассе. Не было велосипедки. В общем, сегодня нам фартит. Все, Ира уже психанула. Она говорит, я себе это не так представляла. Поэтому мы поедем. Гансеншпанд. Попьем кофе по дороге. Покушаем круассаны с сосисками. Ты какие-то чигири. Она уже прямо, она вообще на грани была. Я уже сам такой, блядь, куда, все закрыто, перекрыто, перерыто. Глухой лес. Альтешвен. Вот это гугловская навигация, блин. В незнакомых местах. Он типа ведет обязательно через самую жопу вообще. Жопную. Хорошо, что она
не разрыдалась, не разоралась, потому что, мне кажется, в таких стрессовых ситуациях, когда не видишь выхода, она очень сильно боится и, короче, могло бы быть все хуже. Надо отдать ей должное, она прямо себя держала в руках. И такая уже потом такая, ну что, мы заблудились, да? Говорю, спокойно, вон дорога, слышишь? Слышишь, там машины где-то ездят? Выехали, нашли. Все. Сейчас надо с газу на своем электровелике. Не догонишь. Осталось еще 25 минут. Каких-то. Мы уже едем 2 часа. Не можем эти 10 километров проехать. Просто офигеть. Кися, мы за целый день съели 2 кусочка торта и все, пирога. Просто чипсы домой. И некогда поесть. У нас еще 2 куска пирога огромных с собой. Кофе, чай. Кися так хочу домой. Она топит, лишь бы только не заболеть. Все остальное фигня вообще, ничего страшного. Свежий воздух еще никому не помешал. Кися, как настроение? Не очень, да? Главное, чтобы ты не заболела. Все остальное не страшно. Свежий воздух — это полезно. А? И что кабаны не съели и не заболела, тогда будет все вообще. Я буду счастлив. Предлагаю съесть по этому поводу дёнер дома. Как тебе мысль? В общем, мы вообще ничего сделать. А уже часов 6 вечера. И мы еще выехали во сколько? В 10 утра. И еще ничего не ели. О-о. Как, собственно говоря, и не пили. Что-то мы увлеклись. Смотри, орлы или это ворона, я не вижу без очков. Орел, ну какой-то сокол. И их прямо тут на этом поле штук 5. Они на мышей здесь охотятся. Вот он, красавчик. Алло. На. Прямо надо мной пролетел. Я так много их еще не видел. Мы опять в Берге Алфрюге, в нашей деревне, в нашем городишке, где мы бросили машину. До машины 3 минуты. И вот это сегодня райза у нас получилось. Будь здоров. Все было, и трасса, и лес, и тайники ни одного не нашли. Все время теряю. Она вот только что ехала. Вот он, вон тот светофор. Мы там переехали. Я только вот отвернулся, ее уже опять нет. Как она это делает? Вот машина. Где? Как она могла? Вон туда поехать. Ладно. Я уже переживаю. Короче, мы наконец-то добрались. Ну да, guten Abend, ёпти, мужчина. Вы домой сегодня собираетесь? Кися, вы сделали это. Иху. Все, она со мной разговаривать не будет. Вас ненавидит, велосипед, меня все на свете проклянет тот час, когда вот 6 ноября, когда со мной связался. Что ты разговаривать можешь? Разговаривать можешь, нет?